Здравствуйте! Вы находитесь на моем канале, и я вам в этом соболезную. Как я обещал, на канале происходит декоммунизация и аниминилизация моего контента. Второй термин только что выдумал. В этом ролике мы поговорим о такой игре под названием Ayanami Racing Project. Заранее извиняюсь за свой английский. Или на русском языке Ayanami проект воспитания. Как вы знаете, я фанат аниме Евангелион, так что это моя тема. Собственно, давайте сначала оправдаюсь. Вот с помощью этого видеоролика я познакомился с этой игрой, и именно он меня вдохновил на создание этого ролика. Некоторую информацию я тоже брал из него. Оставлю ссылку в описании. А также могу заявить, так такового полного обзора на эту игру нет, по крайней мере на ютубе. Да, есть обзор от этого человека, на всякий случай тоже оставлю ссылку в описании. Но он на английском и является обзором на версию Dreamcast и PlayStation 2. А у нас обзор на версию, которая вышла на персональном компьютере. Спросите, в чем разница? Объясню позже. Так что я беру ношу актуального и почти единственного обзорщика на эту игру, не считая того видео. И то это было неполным обзором. На всякий случай этот ролик будет с субтитрами для двух языков, русского и английского. Правда, перевод на английский может быть неточным, так как я буду писать его через Google переводчик. Да и в принципе, зачем мне это? Особенно для такого маленького канала. На всякий случай, господа. На всякий случай. Начинаем. Давайте поговорим, собственно, о игре. Как я говорил в прошлом видео, готовлю ролик по одной ноунеймовой новелле. Является неточным утверждением этого жанра. По сути, это можно считать как и визуальная новелла, так как использует большую часть механик этого жанра. Но если обратиться к интернет-источникам, имеются разные предположения жанра этой игры. Где-то это симулятор жизни и игрового моделирования. Чего, блять? Где-то это чисто симулятор. Тут вы можете сами решить, что это для вас. Для меня это тамагочи в мире Евангелиона. Игра разработана такими компаниями, как Gainax, создателями оригинального аниме, и ноунейм компании Broccoli. Название компании 12 из 10. За идею взята игра создана также компанией Gainax под названием Prince Maker. В принципе, интерфейс и разнообразие в концовках схожи в обоих играх. Игра была выпущена в 2001 году для платформы Windows. В 2002 году вышла версия для платформы Dreamcast. После этого в 2003 году вышла особая версия PlayStation 2. Я не выговорю, так что на всякий случай оставлю скрин. Оно отличается тем, что после сюжета с Рэй вы могли также пройти сюжет со второй героиней Евангелиона, Аской. Но сегодня мы будем говорить о версии без всего этого. И еще, кстати, если вы хотите потом сами поиграть в эту игру на русском языке, вы сможете скачать у меня ее в телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь. Еще немного информации. Если вы все же решились поиграть, не забудьте нажать на этот файл и нажать «Да». Это важно, так как игра не запустится. После переходите в папку Exes и нажимайте на файл Ray02. И на этом все. Правда, игра откроется вот так, и вы не сможете сильнее развернуть окно. Но вы можете включить на полный экран. Но мне пришлось играть так, потому что OBS не записывает. Но на футажах вы это не заметите. В принципе, можно перейти к самой игре. Вот вы и в меню. Поздравляю. Тут вы можете выйти, посмотреть альбом, точнее концовки, на которые вы вышли, загрузка и старт. Я думаю, это объяснять не нужно. Еще хочу, чтобы вы обратили внимание на музыку в этой игре. В меню играет опенинг Евангелиона, только без слов и хз на каком инструменте. А впрочем, давайте дам послушать всю музыку из игры, но только 8 секунд, чтобы ролик не забанили. Давайте перейдем к сюжету. Сюжет полностью повторяет оригинальное аниме 1995 года, но только, понятно, не канонично, так как вписывается наш персонаж и довольно сильно изменяет события. Странное было решение, так как иногда создаются сюжетные дыры, а также концовка может быть не каноничной, но тут это и так понятно. Также в игре появляются почти все персонажи, кроме почему-то Кадзи, который, в принципе, является ни капельки не второстепенным персонажем, и Кенски, но на него похуй. Сюжет я думаю пересказывать не буду, так как многие из вас либо его знают, либо смотрели аниме, а если нет, я вам соболезную, посмотрите. Давайте расскажу вам о завязке. Начало игры начинается до приезда Синзи, ну и после эксперимента, где с ума сошла Ева. Наш главный персонаж работает в Нерв, охренеть, я вас удивил. Начинается с того, что мы пришли вроде как в кабинет профессора Акаги, где мы жалуемся, что нас не устраивает наша работа, и то, что мы хотим сменить поле деятельности.
Профессор Акаги сразу нас информирует. Им как раз требуется человек для кое-какого задания. И то, что маги выдали именно наше имя для этого задания. Мы, собственно, спрашиваем, что за задание. Профессор Акаги информирует нас, то, что у нашего главного героя имеется лицензия учителя и опыт работы с детьми. Также она интересуется, почему мы пошли в Нерф, имея учительскую лицензию. Наш главный герой отвечает ей то, что он думал, что его работа в Нерф принесет миру больше пользы, чем работа учителем. А вот это Акаги демонстративно поебать. После этого она наконец-то нам поясняет нашу задачу. Она нас представит одному человеку, и наша задача будет стоять в обучении этого человека. Ну или, как она сказала, в воспитанию. После этого офигенного диалога мы направляемся в кабинет переговоров Нерф. Там главный герой в первый раз встречает и Генда Икари. Нам сообщают то, что мы будем ее обучать. И на этом этапе нам дадут написать своему персонажу имя и фамилия. Могу сказать сразу, имя будет почти что всегда использоваться в диалогах, а фамилия просто по рофу, только в начале будет использоваться и все. Я назвал себя именем Никита, один человек знает, на кого это отсылка, да? Doomswear. По фамилию я Анус. Клевая шутка, смеемся всем подъездом. А также мы видим, как мы выглядим. Дальше нам сообщают базированную инфу. После этого Ген нам сообщает то, что он раньше ее опекал, а теперь у него нету времени на это. Поэтому мы были наняты. Наша задача обучать и воспитывать... Нас назначает название «Младший лейтенант, мальчик молодой». И с этого момента мы официально являемся наставником для Аянами Рэй. Дальше много мусорных диалогов, после мы общаемся с Аянами Рэй. Мы пытаемся пожать ей руку, но ей похуй. И с этого момента начинается сама игра. После того, как мы поселились рядом с Аянами Рэй и охуели от ее комнаты, мы ставим цель – растопить лед в ее сердце. А сможет ли он выполнить эту задачу, уже решите вы. После этого диалога у нас появляется интерфейс. Что же, давайте поясню, что тут у нас есть. Первая вкладка — это статус, точнее это просто обычные характеристики вашей Рэй. Прокачиваются они через посещение кружков, школы и штаб-квартиры Нерф. Также характеристики влияют на концовку. Простым языком, что вы будете сильнее прокачивать, то и повлияет, кем станет Рэй после событий Евангелиона. Вторая вкладка — это беседа, тут вы можете поговорить с Рэй. Третья вкладка — это система, это, короче, сохранение игры, загрузка, закончить игру и, точнее, ливнуть. И назад, выйти из этого меню. Четвертая вкладка — это город. Это сделано для разнообразия геймплея. Давайте расскажу, что вы можете сделать. Вы сможете купить одежду для Рэй, правда, она вряд ли согласится, если не прокачивать ей социализацию. Также одежда влияет на характеристики. Сможете купить ей музыку и книги, они также повлияют на ее характеристики. Вы сможете прокачать ее комнату, купив ей, например, занавески, обои или другую херню. Вы сможете отвезти Рэй пожрать в ресторан, также прокачать ей характеристики. Дальше вы сможете зайти в аптеку и накормить ребенка таблетками. Звучит стрёмно, но даже так можно. Также это влияет на характеристики. Дальше вы сможете купить Рэй какую-то анимешную дресню. Так как действие происходит в Японии, а также Рэй это Сычи Хика. А также можно надеть ребенка в костюм кролика. Дальше вы сможете посетить парк, где с вами могут произойти случайные встречи с персонажами из Евангелиона. Ну и напоследок афиша. Тут вы сможете узнать, что показывают и что будут показывать в кинотеатре. Все вещи нужно покупать за деньги, а деньги приходят раз в какое-то время, как зарплату работникам Нерф. А на них вы сможете покупать вещи. Возвращаемся к интерфейсу. Пятая вкладка — это вещи. Короче говоря, то, что вы можете покупать в магазинах, появляются тут. И тут вы сможете их активировать. Шестая вкладка — это одежда. Тут вы сможете одеть свою Рэй. Ну и последняя и самая главная вкладка в интерфейсе — распорядок. На этом уже поподробнее. Ну что ж, давайте начнем говорить о самом важном элементе геймплея в этой игре. Нажимая на эту кнопку, нам откроется табличка, где мы можем узнать день недели от понедельника до субботы. В воскресенье мы составляем ей расписание, месяц и число. Начало сюжета этой игры начинается с 3 апреля, а заканчивается вроде как 27 марта, уже следующего года. Вроде сюжет игры идет с 2015 года по 2016 год. Дальше мы можем увидеть значок К. Точнее, каникулы или красный кружок, скорее всего это выходные. Это значит то, что в эти дни вы не сможете отправить Рэй в школу. И у вас появится еще 3 новых события на неделю. Ну вроде на этом все. Переносимся вниз. А теперь переходим к самому интересному. Этим, так сказать, занятием, я просто не знаю, как это охарактеризовать, так что буду называть именно так, которым мы будем занимать нашу Рэй на протяжении года. Имеется 2 варианта. Когда будни и выходные. Так, давайте перейдем к этим занятиям, и я вам расскажу о них. Первое — это школа. Тут ваш Рэй идет в школу, где прокачивает множество характеристик. Хоть где-то школа учит чему-то полезному. Также после посещения школы прибавляется усталость. Она, в принципе, почти на всех занятиях прибавляется.
Следующее у нас это риторика, это вообще тот еще рофл. В общем, тут вы можете научить Рэй любым словам и объяснить их значение. Сейчас объясню, как это работает. Например, в это поле вписывайте Кион. Это просто мое второе любимое аниме. Дальше вы выбираете из этого огромного списка, что это. Я выбираю, что это произведение. Дальше выбираем уточнение. Я выбираю аниме. И дальше выбираем предположительно, как отреагировала на него общественность. Я, например, выбрал «понравилось». А дальше выбираем отношение нашего главного героя. Я ответил «Библия». В итоге мы получаем это. Аниме Кион. Хорошее произведение. Как Библия для лейтенанта. Еще один пример дам. Например, Пачан. Человек такой. Я, например, выбираю, что это имя человека. Затем, что это знаменитость. И то, что он исполнитель. Так как тут нету, что мне надо, выдумаю сам. Он будет комик. Дальше мы выбираем гендер. Либо он может быть и то, и другое, либо и другое. Правда, я не знаю, что под этим подразумевается. Но я лично по гендеру танк Т-34. Но я выбираю мужчина. И потом выбираем отношение главного героя к нему. Я выберу пищу для жизни. В итоге получаем Пачан это комик. Мужчина. Для лейтенанта это важно, как воздух. Эх, 14-летняя девочка, а уже философствует. Все эти диалоги прокачивают словарь, а также она запоминает, что вы говорили, и использует это в диалогах. Ну, надеюсь, вы поняли. Поехали дальше по занятиям. Следующее это домашнее обучение. В общем, это просто та же самая школа, только Рэй учится дома. Еще различие в том, что социализация не прокачивается, и в принципе все. Поехали дальше. Следующее у нас идет это спорт. Тут ваша Рэй идет ебашить в спортзал и устраивать гачи-мучи. Поехали дальше. Боевые искусства. Тут Рэй развивает силу Паши воли. Дальше у нас идет школа искусств. Тут наш Рэй просвещается и занимается музыкой и живописью. Дальше. Парк. Это событие открывается только по каникулам и выходным. Тут мы едем в парк развлечений под названием Неотокийский Destiny Land. По словам, самый лучший парк развлечений в Азии. Там все разделено на 4 больших зоны. Мир страха, мир фантазий, мир животных, мир движения. Объяснять не буду, если захотите, сами посмотрите все зоны. Следующее у нас это море. Мы едем на пляж Неоатами. Кстати, по этому и этому диалогу у меня появляется подозрение к нашему главному герою. Ну, короче, мы просто купаемся и играем, вот и все. Следующее у нас это кино. Тут мы едем в кино, которое как раз было написано на афише. Тут каждый месяц показывают новый фильм, и вы можете пересматривать хоть все. Дальше у нас синхротест. Тут вы повышаете синхронизацию пилота и IT-поля. Дальше боевой симулятор. Тут вы повышаете, в принципе, то же самое. Дальше отдых. Тут Рэй у нас отдыхает дома. Снижается тут только социализация и усталость. И последняя, прогулка. То же самое, но только не снижается социализация, потому что я миллион раз уже выговариваю это слово. Ёб твою мать. Да, на этом тут все. Переходим к ивентам. Их в игре очень много, начиная от обычной поездки на экскурсию, заканчивая аж Новым годом. Например, вот тут мы после операции, мы приезжаем отдохнуть в ближайший Рикан, ну то есть отель или гостиница в Японии. Там мы отдыхаем в горячих источниках Синзи и с Пен-Пеном. Пен-Пен полез на ширму и залез в дыру головой, но в итоге мы оторвали Пен-Пена вместе с ширмой. Там оказалась Рэй, Аска и Мисата, и они нас обосрали. Ну и давайте поговорим, конечно же, о выборе в этой игре. Тут он не особо на что-то влияет. Давайте покажу вам пример. После одного инцидента, где вторая Рэй умерла, появляется третья, которая ничего не помнит. И мы пытаемся ей помочь вспомнить, говоря то, что мы выбирали, и то, что происходило на ивентах. Ну, либо еще могу сказать, что вы можете отчитывать, проявлять похуизм или похвалить, когда Рэй приносит табель успеваемости со школы. Ну что ж, поехали дальше. Собственно, здравствуйте. Я вот монтирую сейчас видео и услышал гениальную фразу от себя. Вот послушайте. Давайте перейдем к боям с ангоми. Сангоми. Прошу прощения, бои с ангелами, а не с ангелами какими-то. Да. Все, поехали дальше. Извиняюсь за свою речь, кстати. В общем, тут то же самое, как и в аниме-сериале. Сюжет точно такой же. Например, первый бой, происходящий в игре, является и первым боем в аниме. И короче, он тут проигрывает. Ева переходит в режим берсерка, и на этом бой выигран. Потом Синзи, кстати, исчезнет, как и в аниме, но нам это не покажет, а просто будет упомянуто в тексте. Что же сказать по боям? Они сделаны тут охуенно. Но правда, сама драка с ангелом выглядит вот так. Ну что вы удивляетесь, это драка в аниме-новеллах, они все так происходят. Ну и как я говорил ранее, бои некоторые создают сюжетные дыры, вот как раз первый бой. Рэй уже давно не в критическом состоянии, так как это было, когда мы взяли ее под воспитание. Да и на самом деле не особо она и была, так сказать, в критическом состоянии. А она наоборот, на следующий день уже спокойно без бинтов ходила.
Так, ну что ж, возвращаемся к сюжетной дыре. Ну так вот, если она сейчас полностью здорова и может идти спокойно на бой, нахуя вам нужен Синзи? Я знаю, что это канонично, но зачем? Есть полностью здоровая Рэй. Зачем вам нужен Синзи, который ноет и не хочет идти в Еву? Даже предположим, что он все же не ныл, то все равно зачем? Он даже не умеет двигаться в Еве. Могли бы отправить Рэй, а потом обучить и в следующий раз отправить их обоих. Ну, в общем, я про такие сюжетные дыры и говорил. Их довольно немало. Но прими это за игровую условность. Ну что ж, переходим к концовкам. Тут вы решайте сами, концовка около 33. Как повлиять на концовку? Просто ходите в одно и то же место и прокачивайте нужную вам характеристику. И на этом ваша концовка будет определена. Но в любом случае, будет последний бой с Каору и уничтожение штаба нерв. Но концовка может быть любая. Тут я вышел на Рэй, которая любит учиться и готова поступать в университет. Вот так вот. Если вы задаетесь вопросом, играбельна ли эта игра в 2023 году, то могу сказать сразу. Если вы готовы играть с растянутым экраном и в маленьком окошке, с картинками, фонами и тому подобное в Шакале, без адекватного меню, настроек и сохранения, а также вы готовы терпеть миллиард повторений и однотипных диалогов, то да, для вас спустя 22 года эта игра будет играбельна. Но если вы не готовы это терпеть, то, к большому сожалению, она не подходит к стандарту игр. Хотя бы визуальных новелл на 2015 год. Но все равно, если вам нравится Евангелион, советую вам поиграть, и лучше поискать версию для консолей, так как там есть еще и Аска. А также хочу еще добавить, то что есть уже по современной версии концепции этой игры в мире Евангелион, но для Синзи. Когда-нибудь сделаю видеоролик по этой игре и по визуальной новелле в мире Евангелиона. Но что могу сказать про проект воспитания Икари Синзи? То, что он выглядит стрёмно по скринам, вызывает эффект зловещей долины. А также имеет 3D, с полным командованием боя, а не просто смотреть как в Янами проект воспитания. Вот как-то так. Ну что, господа, вот я снова при монтаже, и я наконец-то закончил этот видеоролик. Блять, я 2 недели мучился, боже, я спасибо, что я закончил этот сраный видеоролик. У меня должно быть сейчас кое-что другое по сценарию, но мне плевать, я хочу высказать, я хочу вылить всю свою душу, все свои страдания при монтаже. Боже, блять, я до 4 утра сегодня не спал и в 9 проснулся, чтобы домонтировать этот сраный видеоролик. Понимаете, как я, блять, мучился. Ну что я могу сказать? Спасибо, кто посмотрел этот видеоролик. Пожалуйста, сделайте активность, пожалуйста, под этим роликом. Поставьте лайк, напишите коммент, пожалуйста. Блять, я заебался, честно говоря. Я очень старался над этим видеороликом. Хоть это видно по ошибкам, что иногда были много, точнее, ошибок. Что еще? Много ленивых монтажей иногда были. Ну, потому что, понимаете, слишком долгий видеоролик. Но я все равно старался. Я выложил почти что максимум себя, наверное. Предполагаю. В общем, говоря, спасибо, кто посмотрел видеоролик. Проявляйте активность. Можете заходить в мой дискорд канал, телеграм-канал, пожалуйста, заходите, качайте игру, собственно, и другие материалы смотрите. И еще что. Подпишитесь на Бусти, я буду там выкладывать какие-то материалы. И если хотите, можете еще отправить денежку. Извиняюсь, я уже устал. Не буду ничего вырезать, потому что мне лень. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.